Здравствуйте, друзья! Когда человек разговаривает сам с собой, это часто становится предметом для шуток, а иногда даже почвой для подозрения психических расстройств. Однако психотерапевты находят в этом положительные моменты. Давайте разберемся, какие именно. Сами того не замечая, мы разговариваем с собой много раз по самым различным поводам. Например, когда выбираем платье. Надену-ка я сегодня это. Или спешим на работу, скорее бы эта пробка закончилась. Заходим в магазин, что сегодня приготовить на ужин. Так происходит концентрация на действии. Больший эффект достигается, когда внутренний монолог произносится вслух. Это помогает человеку сформулировать мысль, отследить, в каком ключе она идет, позитивном или негативном. Таким образом, можно воздействовать на подсознание, эмоциональное состояние и поведение. Психотерапевты говорят, что таким способом человек достигает положительного отношения к жизни. Для этого нужно встать перед зеркалом и с улыбкой произносить то, за что благодарны себе, людям, миру. Если вам кажется, что это выглядит глупо со стороны, попробуйте для начала записать это на бумаге, а потом прочитать. Практика позитивных мыслей, произнесенных вслух, помогает справиться со страхами, сомнениями, пережить сложный сценарий в жизни. Разве никто из вас не говорил себе в трудной ситуации: «Давай, иди, делай, смелей, не бойся». И все срабатывало, как только вы озвучивали то, что вас беспокоит. Также разговор с собой поможет и в случае, если вас одолевают лишние эмоции. Таким простым способом можно справиться со злостью, обидой, грустью. Услышав себя со стороны, человеку проще разобраться в том, что его мучает и как лучше поступить. Вот и все, друзья. А теперь честно, вы разговариваете сами с собой? Хотя бы вполголоса, ну хотя бы шепотом. Поделитесь этим в комментариях. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и посмотрел видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, пожалуйста, оставьте пару слов в комментариях. Всего всем доброго!